Мужчины, живущие одни без девушки, самые свободные, сильные и сосредоточенные на своем пути. В то время как большинство мужчин тратят время, энергию и эмоциональное здравомыслие, пытаясь сбалансировать сложные отношения, те, кто выбирает стратегическое одиночество, становятся более дисциплинированными, продуктивными и невосприимчивыми к отвлекающим факторам, которые замедляют их прогресс. Общество пытается протолкнуть идею о том, что мужчина полноценен только тогда, когда рядом с ним есть женщина. Но это ложь, созданная для того, чтобы держать вас в ловушке цикла поиска подтверждения. Человеку, который понимает свою ценность, не нужна постоянная компания, чтобы чувствовать себя целостным. Он находит цель в своем личностном росте, своей миссии и абсолютном контроле над собственной жизнью. Свобода жить в одиночестве позволяет человеку полностью контролировать свое время, свой выбор и свою энергию. Ему не нужно оправдывать свои решения, ему не нужно иметь дело с эмоциональными драмами, и прежде всего, ему не нужно договариваться о мире, чтобы удержать кого-то рядом с собой. В то время как другие тратят годы, пытаясь удовлетворить женские потребности, он использует это время, чтобы создать наследие, укрепить свой разум и отточить свои навыки. Более того, человек, который живет один, развивает уровень самодостаточности, которого могут достичь немногие. Он учится справляться с трудностями, не завися от внешней эмоциональной поддержки, становясь более выносливым и невозмутимым. Он понимает, что истинная сила исходит изнутри, а не из отношений, и эта независимость автоматически делает вас более уважаемым и вызывающим восхищение. Еще одним решающим фактором является то, что мужчины, идущие по этому пути, становятся более избирательными. Они не принимают ни одну женщину в свою жизнь только из-за страха одиночества. Они знают, что большинство современных отношений созданы для того, чтобы приносить пользу женщинам и лишать мужчин возможностей. Поэтому вместо того, чтобы связываться с кем-либо, они выбирают с особой осторожностью и зачастую предпочитают остаться в одиночестве, чем отказаться от своей свободы. В конце концов, мужчины, которые живут одни, не одиноки, они сильны. Они видят мир ясно, без иллюзий эмоционального недостатка. Они хозяева самих себя, хозяева своей судьбы и невосприимчивы к манипуляциям, в которые попадают многие другие, потому что, хотя большинство ищет внешнего признания, эти мужчины понимают, что истинная ценность заключается в способности идти в одиночку, не нуждаясь в ком-либо, чтобы чувствовать себя завершенным. Стоицизм учит, что истинное счастье приходит не от отношений, а от абсолютного самообладания. Мужчина, который помещает свое счастье в другого человека, становится хрупким, эмоционально неустойчивым и легко манипулируемым. Но человек, который научится контролировать собственные порывы, эмоции и желания, становится непоколебимым. Большинство мужчин растут с убеждением, что им нужна женщина, чтобы чувствовать себя полноценными. Эта иллюзия делает их уязвимыми, делая их зависимыми от женского одобрения, чтобы чувствовать себя хорошо. Но именно этот менталитет является корнем всех мужских слабостей. Всякий раз, когда человек передает свой мир в руки другого, он отдает свою собственную силу. Самообладание учит, что человек должен искать счастье внутри себя, а не во внешних факторах. Он должен найти удовлетворение в своей дисциплине, в своем росте, в своей способности решать проблемы, не теряя при этом дестабилизации. Когда человек понимает, что он единственный источник своего покоя, он больше не нуждается во внешнем подтверждении, и это величайшая форма свободы. Отношения могут быть приятными, но они никогда не должны быть основой счастья мужчины. Стоицизм учит, что все, что зависит от чего-то внешнего, неустойчиво. Если вы зависите от того, что женщина сделает вас счастливым, все, что ей нужно, чтобы уйти, это исчезнуть ваш покой. Но если ваше счастье исходит от вашего собственного самообладания, ничто не сможет его у вас отнять. Мужчины, следующие этому принципу, более уважаемы и, естественно, более привлекательны. Мужчина, который не нуждается в женщине, но все же предпочитает быть с ней, излучает силу и уверенность. Мужчина, который отчаянно ищет отношений, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, проявляет слабость, а слабость никогда не вызывает уважения. Путь к самообладанию требует дисциплины, размышлений и смелости, чтобы смотреть в лицо жизни, не полагаясь на эмоциональные костыли.
Но именно этот путь создает самых сильных мужчин, тех, кто живет целеустремленно и никогда не становится заложником чьих-либо прихотей, потому что в конце концов истинное счастье не в том, кто рядом с тобой, а в твоей способности оставаться стойким, независимо от любых внешних обстоятельств. Современные отношения стали ловушкой для мужчин, и все больше из них осознают это. То, что раньше было партнерством, основанным на уважении и ценностях, теперь превратилось в игру, в которой мужчины отдают все и мало получают взамен. Большинство отношений сегодня приносят пользу исключительно женщинам. Мужчина вкладывает свое время, деньги, усилия и приверженность, в то время как женщина часто просто наслаждается преимуществами, не предлагая настоящей взаимности. Он посвящает себя, она требует большего, он соглашается, она теряет интерес. Он утомляет ее эмоционально, она бросает его, как только находит что-то получше. Законы о разводе, культура гипергамии и постоянное внешнее признание, которое женщины получают через социальные сети, создали среду, в которой мужчины стали одноразовыми. Он может потратить годы на выстраивание отношений только для того, чтобы его обменяли на незнакомца, пробуждающего в ней сиюминутное желание. И самое худшее, он по-прежнему проигрывает в финансовом и эмоциональном плане. Брак, который когда-то был символом стабильности, теперь рассматривается как ненужный риск. Цифры показывают, что большинство разводов инициируются женщинами, часто на пике стабильности пары. Мужчины стремятся построить лучшую жизнь, но этого недостаточно, чтобы контролировать желания женщин, потому что современный менталитет всегда заставляет их думать, что есть что-то лучшее. Долгосрочные отношения также больше не являются гарантией лояльности. Имея слишком много возможностей и отвлекающих факторов, многие женщины становятся эмоционально неверными еще до того, как они изменяют физически. Мужчина думает, что он в безопасности, но за кулисами она уже проверяет его возможности, проверяет его способность привлекать других мужчин и сравнивает его с нереалистичными образами знаменитостей и влиятельных лиц. Столкнувшись с этим сценарием, все больше и больше мужчин предпочитают не вмешиваться всерьез. Они понимают, что могут обрести мир, свободу и личностный рост, не неся при этом бремя отношений, которые ставят их в невыгодное положение. Они предпочитают жить для себя, строить свой собственный путь и не тратить свою ценность в системе, которая рассматривает их как заменяемые части. Современный человек, понимающий эту реальность, не ожесточается и не злится. Он становится стратегически избирательным. Он не сдается легко, не инвестирует без взаимности и прежде всего не ставит себя в положение человека, которого можно эксплуатировать. В конце концов, современные отношения — это проблема не женщин, а мужчин. И чем больше они это осознают, тем больше начинают жить по простому правилу: мой покой дороже любых нестабильных отношений. Мужчины, которые изолируют себя, чтобы работать над своей мечтой, всегда возвращаются более сильными, потому что они понимают принцип, который немногие могут принять: величие требует одиночества. В то время как большинство мужчин тратят время, пытаясь сбалансировать отношения, эмоциональные драмы и социальные отвлекающие факторы, те, кто решает уйти от мира, чтобы сосредоточиться на своей эволюции, превращаются в непобедимые версии самих себя. Стратегическая изоляция – мощный инструмент. Это позволяет человеку устранить отвлекающие факторы, которые мешают его прогрессу, и войти в состояние абсолютной сосредоточенности, не имея необходимости иметь дело с внешними ожиданиями или необходимостью кому-то угодить. Он направляет всю свою энергию на свою миссию, свое тело, свой разум и свое будущее. Общество учит, что мужчине необходимо постоянно быть окруженным людьми, что ему нужна женщина рядом, чтобы быть полноценным. Но великие завоеватели истории всегда шли противоположным путем. У каждого человека, достигшего необычайного успеха, бывали моменты полного уединения, когда он удалялся от всего и всех, чтобы неустанно работать над своим собственным ростом. Этот период изоляции создает то, что испытывают немногие мужчины — абсолютную устойчивость. Когда человек учится быть одиноким, не завися от внешнего одобрения, у него развивается такой уровень душевной силы, который выделяет его среди других. Ему не нужна мотивация, им движет дисциплина. Он не ищет подтверждения, он ищет результатов. Более того, человек, который уходит ради эволюции, всегда возвращается новой версией самого себя. Он не просто возвращается физически сильнее, умнее или успешнее.
Он возвращается с другой энергией, более властным внешним видом, более острым мышлением. И из-за этого те, кто знал его раньше, едва узнают его. Последствия этого неизбежны. Те же люди, которые раньше вас игнорировали, начинают замечать ваше присутствие. Женщины, не проявившие интереса, начинают смотреть на него другими глазами. Мужчины, которые его недооценивали, начинают его уважать. Но разница в том, что теперь он уже не нуждается ни в чьем признании, потому что он сам стал центром власти. Если вы хотите полностью раскрыть свой потенциал, перестаньте отвлекаться на вещи, которые не продвигают вас вперед. Держитесь подальше от шума, отношений, которые истощают вашу энергию, социальных циклов, которые ничего вам не добавляют. Используйте это время, чтобы строить, трансформироваться и стать лучшей версией себя. Потому что, в конце концов, человек, у которого есть смелость изолировать себя, чтобы расти, всегда возвращается в мир более сильным, могущественным и готовым достичь всего, чего он хочет, без необходимости спрашивать у кого-либо разрешения. Истинный покой человека можно обрести только тогда, когда ему не нужно объясняться, договариваться о своей свободе или постоянно подвергаться испытаниям. Большинство мужчин живут в состоянии постоянного оправдания, пытаясь доказать свою ценность женщинам, обществу, системе, которая о них не заботится. Но те, кто пробуждается к реальности, понимают, что мужская свобода является полной только тогда, когда мужчина отказывается быть связанным эмоциональными или социальными узами. Современные отношения стали минным полем испытаний и требований. Человеку необходимо всегда быть внимательным, заботясь о каждом слове, каждом отношении, каждом ответе, который он дает. Если он проявляет слишком большой интерес, он становится слабым. Если он мало проявляется, его называют холодным. Если вы попытаетесь угодить, вы потеряете ценность. Если он налагает ограничения, его называют бесчувственным. Эти эмоциональные американские горки не укрепляют человека, они изматывают его, поглощают энергию и уводят от истинного предназначения. Когда мужчина решает отойти от этой динамики и поставить свой мир выше любых нестабильных отношений, он обнаруживает уровень спокойствия, о котором мало кто знает. Он понимает, что ему не нужно ни перед кем оправдывать свой выбор. Он просыпается и засыпает, не беспокоясь об эмоциональных играх или нереалистичных ожиданиях. Он живет в своем собственном темпе, не спрашивая разрешения быть тем, кто он есть. Договариваться о своей свободе – это еще одна ловушка, из которой многие мужчины выходят слишком поздно. Мужчина, который ставит женщину в центр своей жизни, часто оказывается вынужден отказаться от своего распорядка дня, своих хобби, своих друзей и даже своего мировоззрения. Маленькие уступки накапливаются до тех пор, пока он не осознает, что больше не является хозяином своей жизни. Но когда он научится ценить свою независимость превыше всего, он поймет, что никакие отношения не стоят цены его свободы. И, возможно, самое большое бремя, которое несет мужчина в современных отношениях, это бесконечный цикл испытаний. Женщины всегда будут проверять мужчин, это естественно и инстинктивно. Но проблема возникает, когда мужчина постоянно позволяет себя проверять и признает, что его положение в жизни женщины нуждается в постоянном подтверждении. Он никогда не сможет расслабиться, потому что ему нужно каждый день доказывать, что он по-прежнему достоин уважения и желания. Это создает жестокий психологический стресс и заставляет многих терять энергию и мужественность, которые у них когда-то были. Человек, который все это понимает, выбирает другой путь. Он не ведет переговоры о своей свободе. Он не принимает постоянные испытания и не живет, чтобы объясниться. Он принимает решения и идет дальше, не нуждаясь ни в каких оправданиях. Он не соответствует ничьим ожиданиям. Он является центром своего существования. Если вы хотите истинного мира, перестаньте ставить себя в положение, когда вам нужно объясняться или просить подтверждения. Перестаньте торговать своей свободой ради отношений, которые могут закончиться в любой момент. И прежде всего перестаньте признавать, что ваша жизнь должна быть вечным испытанием для удовлетворения ожиданий других людей. Потому что в конце концов человек, который отказывается проходить испытания, единственный, кто действительно живет в мире. Мужчина без девушки живет без драмы, без требований и без эмоциональных отвлекающих факторов, которые уводят его от истинного предназначения. В
то время как большинство мужчин изматывают себя, пытаясь сбалансировать отношения, полные требований, испытаний и нестабильности, те, кто выбирает стратегическое одиночество, направляют всю свою энергию на свою эволюцию и приход к власти. Реальность такова, что современные отношения созданы в пользу женщин. Мужчина вкладывает свое время, преданность своему делу и усилия, но его всегда будут просить дать больше. Если он работает слишком много, его обвиняют в отсутствии. Если оно эмоционально вложено, от него можно отказаться, как только женщина найдет что-то более увлекательное. Если вы допустите ошибку, вы заплатите за это. Если вы сделаете все правильно, это всего лишь ожидаемый минимум. Без девушки, истощающей его эмоциональную энергию, у мужчины есть время вырасти, стать сильнее и расширить свое влияние. Он может сосредоточиться на своем теле, улучшить свое мышление, зарабатывать больше денег и доминировать в своей области. Пока другие переживают кризис в отношениях, он завоевывает территорию и становится более ценным. Отсутствие требований и драматизма также устраняет одно из самых больших бремен в жизни мужчины – постоянную потребность в женском одобрении. Одинокому и целеустремленному мужчине не нужно оправдываться, ему не нужно взвешивать каждое слово, чтобы избежать споров, и главное, ему не нужно отказываться от своей свободы, чтобы удержать кого-то рядом с собой. Он делает то, что хочет, когда хочет, не спрашивая разрешения. И самое интересное, чем больше мужчина посвящает себя себе и перестает гоняться за женщинами, тем привлекательнее он становится, потому что женщинам нужны мужчины, которые кажутся недосягаемыми, занятыми и контролирующими свою жизнь. В то время как нуждающиеся просят внимания, мужчина, который поднимается над романтическими развлечениями, становится настоящим призом, желанным, но никогда не слишком доступным. Если вы хотите идти по пути настоящего роста, перестаньте тратить энергию на отношения, которые ничего не добавляют к вашей эволюции. Инвестируйте в свое тело, свой разум и свое богатство. Станьте редким, могущественным и непоколебимым человеком, потому что, в конце концов, настоящая игра заключается не в том, чтобы завоевать женщин, а в том, чтобы стать настолько большими, что они отчаянно захотят стать частью вашей жизни. Стоицизм учит, что ни одному мужчине не нужны отношения, чтобы чувствовать себя полноценным. Настоящая мужская сила исходит изнутри, из способности мужчины контролировать свои эмоции, управлять своими желаниями и становиться самодостаточным во всех аспектах жизни. Современное общество пытается убедить мужчин, что они будут счастливы только в том случае, если рядом с ними будет женщина. Но этот менталитет создает эмоциональную зависимость и заставляет многих людей искать внешнего подтверждения. Мужчина, который считает, что для счастья ему нужны отношения, ставит себя в положение слабости, потому что он оставляет свой мир и идентичность в чьих-то руках. Мужчина-стоик понимает, что счастье и цель приходят изнутри, а не от женщины. Его определяет не то, кто с ним рядом, а то, что он строит, чего достигает и сила его менталитета. Он ищет любовь не как необходимость, а как выбор. И если он не находит того, кто действительно ей подходит, он без колебаний продолжает свой путь. Отношения могут быть источником радости, но они также могут быть источником отвлечения и слабости. Мужчина, который ставит свое счастье в отношениях, живет в страхе потери, становится эмоционально нестабильным и теряет личную силу. Он становится тем, кто ищет одобрение и всегда идет на поводу, чтобы удержать женщину рядом с собой. И в тот момент, когда он ставит себя в такое положение, он теряет ценность. С другой стороны, мужчина, который не зависит от полноты отношений, автоматически становится более уважаемым и желанным. Он излучает другую энергию, ему никто не нужен, и именно это заставляет женщин чувствовать, что им нужно его завоевать. Он живет по своим правилам, превыше всего хранит спокойствие и никогда не ставит женщину в центр своей жизни. Если вы хотите быть по-настоящему сильным и непоколебимым мужчиной, перестаньте искать счастье в отношениях. Сосредоточьтесь на своем развитии, своем мышлении, своей цели. Станьте человеком, которому не нужно внешнее подтверждение, ведь его сила исходит изнутри. Потому что, в конце концов, мужчины, которые действительно доминируют в своей жизни, это те, кто понимает, что никакие отношения не определяют их ценность, только величие, которое они создают для себя. Брак и свидание – рискованные проекты для любого мужчины, который ценит свою свободу, свою целеустремленность и свое душевное спокойствие.
Общество продвигает идею о том, что мужчина является полноценным только в том случае, если он находится в отношениях, но эта история скрывает жестокую реальность. Большинство современных отношений ставят мужчин в невыгодное положение и вынуждают их отказаться от контроля над собственной жизнью. Одиночество, с другой стороны, предлагает преимущество, о котором мало кто знает: абсолютный контроль над своим временем, своей энергией и своим выбором. Человеку, который живет один, не нужно договариваться о своем распорядке дня, не нужно иметь дело с постоянными требованиями и прежде всего не нужно отказываться от своих целей ради удовлетворения чужих ожиданий, в то время как другие тратят годы, пытаясь сбалансировать отношения, полные взлетов и падений. Одинокий мужчина строит, развивается и накапливает силу. Брак — это контракт, который ставит мужчину в уязвимое положение. Законы благоприятствуют женщинам. Разводы в подавляющем большинстве случаев инициируются женщинами, и в большинстве случаев мужчина проигрывает финансово и эмоционально. Он может посвятить годы своей жизни отношениям, но от него откажутся, когда женщина перестанет испытывать те же эмоции. Риск чрезвычайно высок, а вознаграждение становится все меньше. Свидания тоже не сильно отличаются. Мужчине, вступающему в современные отношения, необходимо постоянно доказывать свою ценность, проходить через эмоциональные испытания и справляться с нереалистичными ожиданиями. Ему нужно пожертвовать своей свободой, изменить свой распорядок дня и приспособиться к тому, чего хочет женщина. И даже тогда это не гарантирует, что она останется рядом с ним. С другой стороны, человек, выбирающий стратегическое одиночество, является абсолютным хозяином своей жизни. Он сам устанавливает свой график, следует своим интересам, делает все, что хочет, не нуждаясь в одобрении. Ему не нужно оправдывать решения, ему не приходится иметь дело с драмой, и ему никогда не придется беспокоиться о потере половины всего, что он построил. Он живет без эмоциональных отвлекающих факторов и направляет всю свою энергию на эволюцию. Самое интересное, что мужчины, которые ставят на первое место свою свободу и не гонятся за отношениями, в итоге становятся более желанными. Женщин привлекает то, что они не могут контролировать, а мужчина, который ставит свою миссию превыше всего, становится настоящей наградой. Его нелегко достать, и эта нехватка делает его более ценным. Если вы хотите иметь полный контроль над своей жизнью, прекратите участвовать в таких рискованных проектах, как свидание и брак. Инвестируйте в себя, укрепляйте свой разум, постройте империю и сохраните свою свободу. Потому что, в конце концов, самые сильные и успешные мужчины — это те, кто усвоил, что одиночество — это не слабость, а абсолютная власть над своей судьбой. Общество хочет, чтобы вы женились, чтобы арестовать вас, потому что свободный и ничем не связанный человек опасен для системы. С раннего возраста вас приучают верить, что брак — это естественный путь к счастью и стабильности, но за этим повествованием скрывается жестокая правда. Современный брак создан для того, чтобы контролировать и лишить мужчин силы. Когда мужчина женится, он становится предсказуемым, домашним и эмоционально зависимым. Он начинает ставить благополучие жены и семьи выше себя, часто жертвуя своими мечтами, своей энергией и своей свободой. Им становится легче манипулировать, поскольку теперь ему есть что терять. Он работает усерднее, принимает несправедливые условия и проглатывает разочарование, чтобы избежать конфликтов и сохранить свои отношения в целости и сохранности. Система поощряет брак, потому что знает, что преданный своему делу мужчина тратит больше и меньше задает вопросы. Ему нужен дом побольше, машина побезопаснее, дорогие планы медицинского страхования, семейные поездки, подарки и дни рождения. Ему нужно поддерживать не только себя, но и жену, которая в любой момент может решить, что больше не хочет быть с ним, и все равно он будет вынужден продолжать расплачиваться за это. Современный брак подвергает мужчину постоянному финансовому и эмоциональному риску. Большая ловушка заключается в том, что женщина может выйти из брака, когда захочет, но мужчина никогда не уйдет невредимым. Законы о разводе в подавляющем большинстве благоприятствуют женщинам, и цифры доказывают это.
Большинство разводов инициируются женщинами, часто тогда, когда мужчина уже заложил прочный финансовый фундамент. Он годами работает над накоплением богатства, но оказывается, что оно разделено или потеряно в ходе судебных разбирательств, когда его жена решает уйти. Но вы можете сломать эту систему. Вам не нужно следовать сценарию, который был написан для того, чтобы превратить вас в очередного измученного работника, покорного правилам игры, которая вас не устраивает. Вы можете не попадать в эту ловушку и вместо этого жить в своем собственном темпе, не подвергая себя контрактам, которые ставят под угрозу вашу свободу. Мужчина, который не женится, имеет абсолютный контроль над своей жизнью. Ему не нужно оправдывать свои решения, ему не нужно спрашивать разрешения следовать своим целям, и ему не нужно жертвовать своими мечтами, чтобы поддержать того, кто может отказаться от него в любой момент. Ему принадлежит ваше время, ваши деньги и ваш покой. Правда в том, что общество боится мужчин, которые думают самостоятельно и не попадают в ловушку брака. Одинокого, дисциплинированного, целеустремленного человека невозможно эксплуатировать, его нельзя легко контролировать, и его нельзя подчинить системе, питающейся его энергией. Если вы хотите сохранить свою власть и свободу, поставьте под сомнение все, чему вас учили о браке и отношениях. Чтобы запереть вас, системе нужно, чтобы вы поженились, но вам не обязательно идти по этому пути. Вы можете выбрать свободу, творить свою судьбу и никогда не позволять никому другому контролировать вашу жизнь. У мужчин, у которых нет девушки, больше энергии для получения денег, власти и влияния, потому что они не тратят время и силы, пытаясь сбалансировать нестабильные отношения. В то время как большинство мужчин делят свое внимание между работой, эмоциональными драмами и женскими ожиданиями, те, кто предпочитает сосредоточиться исключительно на своем личностном росте, становятся более продуктивными, дисциплинированными и доминирующими в жизненной игре. Отношения требуют эмоциональных и финансовых вложений. Преданный мужчина не может свободно принимать решения, поскольку ему всегда необходимо учитывать своего партнера. Он тратит деньги на ужины, поездки и подарки. Он корректирует свой распорядок дня, чтобы доставить удовольствие. Он имеет дело с эмоциональными требованиями, которые истощают его энергию. Все это снижает вашу концентрацию и способность достигать больших целей. С другой стороны, одинокие мужчины имеют полную свободу направлять свою энергию на то, что действительно важно, на свою империю. Они могут работать сверхурочно, не выслушивая жалоб, могут путешествовать, не отчитываясь, могут вкладывать деньги в себя, а не тратить их на того, кто может уйти из их жизни в любой момент. Они живут для того, чтобы расти, а не для удовлетворения чьих-то требований. Секрет самых успешных мужчин всегда был один: они ставят свои цели выше любых отношений. История показывает, что величайшие лидеры, предприниматели и завоеватели не отвлекались на романтику, они использовали каждую секунду, чтобы стать сильнее. Мужчина, который направляет свою энергию на свой рост, естественным образом становится более влиятельным и желанным, потому что женщины всегда будут бегать за мужчиной, который уже стал великим. Самое ироничное, что сосредоточившись на собственном успехе и не тратя силы на отношения, которые не приносят ценности, мужчина автоматически становится привлекательнее. Женщины не гонятся за нуждающимися мужчинами, которые сделают все, чтобы доставить им удовольствие. Они гонятся за занятыми, неприступными, сосредоточенными мужчинами. Если вам нужны деньги, власть и влияние, перестаньте тратить время на эмоциональные отвлекающие факторы. Работайте, стройте, укрепляйте свой разум и тело. Станьте человеком, который управляет своей судьбой. Потому что в конце концов больше всего развиваются мужчины, которые понимают, что отношения могут быть тюрьмой. Но свобода владеть своей жизнью – это истинный ключ к абсолютному успеху. Одиночество – это не наказание, это кузница, где настоящие воины становятся непобедимыми. В то время как большинство мужчин боятся оставаться в одиночестве, ищут отвлечений и внешнего подтверждения, те, кто понимает силу изоляции, используют это время, чтобы укрепить себя, развиваться и управлять своей судьбой. Общество навязывает идею, что человеку для счастья необходима постоянная компания, но это ловушка, которая делает его слабым и зависимым. Воин не ищет комфорта, он ищет роста.
А для роста необходимы моменты уединения, когда он может полностью сосредоточиться на своем физическом, умственном и финансовом совершенствовании. Стратегическое одиночество дает человеку возможность и ясность. Без эмоциональных отвлечений у него есть время строить, учиться, тренироваться и планировать свои следующие шаги. Он не тратит энергию впустую, пытаясь сбалансировать драмы и требования. Он направляет все свои силы на то, чтобы стать более дисциплинированным и сильным. Более того, одиночество учит эмоциональной самодостаточности. Мужчины, которые не умеют оставаться в одиночестве, являются рабами потребности в одобрении. Они перескакивают от одних отношений к другим, ища подтверждения и избегая встречи с самим собой. Но человек, принявший одиночество, становится непоколебимым. Он учится быть достаточным, находить удовлетворение в собственной эволюции и не зависеть ни от кого, чтобы чувствовать, что его жизнь имеет ценность. История полна примеров великих людей, которые использовали одиночество как инструмент для роста. Лидеры, воины, философы и завоеватели всегда знали, что только время необходимо для достижения превосходства над другими. Когда человек отходит от шума мира, он обретает ясность, которой у большинства никогда не будет. Он понимает, кто он на самом деле и какова его миссия. Самое мощное на этом пути то, что, становясь сильнее в одиночку, мужчина автоматически становится более желанным и уважаемым. Женщин привлекают мужчины, которые не просят о компании. Люди восхищаются теми, кому не нужно чье-либо одобрение, чтобы двигаться вперед. Человек, который справляется с одиночеством, становится загадкой, вызовом, тайной, которую никто не может игнорировать. Если вы хотите по-настоящему расти, перестаньте бояться одиночества, примите его. Используйте это время, чтобы укрепить себя, поработать над своим разумом и телом, накопить знания и богатство. Превратитесь в человека, который не только выживает в одиночку, но и процветает. Потому что, в конце концов, настоящие воины не отвлекаются на недостатки. Они используют каждую секунду, чтобы стать непобедимыми. Женщины уважают только мужчин, которые ни в чем от них не зависят. Женское желание не активируется потребностью, недостатком или эмоциональным подчинением. Напротив, женщины испытывают влечение и уважение только к мужчинам, которые самодостаточны, не выпрашивают внимания и следуют своим собственным правилам, не наклоняясь назад, чтобы угодить им. Фатальная ошибка большинства мужчин заключается в том, что они думают, что женщина им нужна, чтобы быть полноценными. Они вступают в отношения в поисках подтверждения, пытаясь найти цель вне себя. Но мужчина, который отдает свое счастье в руки женщины, автоматически становится слабым, а слабость никогда не вызывает уважения. Женщине может даже нравиться внимание нуждающегося мужчины, она может даже принять баловство и чрезмерную преданность, но никогда не увидит в нем человека высокой ценности. Потому что в глубине души женское уважение предназначено только для тех, кто в нем не нуждается, но все равно выбирает, с кем связываться. Настоящая мужская сила заключается в независимости. Мужчина, эмоционально независимый от женщины, не боится ее потерять. Если она начнет играть, он просто уйдет. Если она попытается его проверить, он не отреагирует эмоционально. Если она хочет уйти, он не умоляет, он открывает дверь и продолжает жить своей жизнью. Это та поза, которая заставляет женщину осознать, что она сталкивается с другим мужчиной, которого она не может контролировать. Помимо эмоциональной независимости, существует также финансовая и социальная независимость. Мужчина, которому женщина нужна для поддержания своей самооценки или жизни, это мужчина, который никогда не будет по-настоящему свободным. Человек, у которого есть свои деньги, свой распорядок дня и свой менталитет, автоматически становится более уважаемым. Реальность проста. Женщинам не нужен мужчина, который от них зависит. Им нужен мужчина, который может постоять за себя, у которого есть выбор и которому никогда не нужно спрашивать разрешения быть тем, кто он есть. Это тот человек, за которым они следуют, которому подчиняются и которого никогда не хотят потерять. Если вы хотите быть мужчиной, вызывающим уважение и желание, перестаньте вести себя так, будто вам нужна женщина, чтобы быть полноценным. Постройте свою жизнь так, чтобы ваше счастье, ваш успех и ваша сила зависели только от вас.
Потому что, в конце концов, больше всего привлекают мужчин те, кто мог бы прекрасно жить без женщины, но предпочитает иметь ее только в том случае, если она достойна их времени и внимания. Настоящее мужское счастье не во временных отношениях, а в создании прочного наследия. Современное общество пытается убедить мужчин, что романтическая любовь — это вершина жизни, что найти женщину и посвятить себя ей — великая мужская миссия. Но этот рассказ отвлекает людей от того, что действительно важно: власти, эволюции и бессмертия через их завоевание. Отношения приходят и уходят. То, что сегодня кажется напряженным и полным эмоций, завтра может развалиться без предупреждения. Женщины меняют свое мнение, их желания колеблются, и то, что когда-то было приоритетом, может стать одноразовым. Но наследие, труд, постройка, созданная кровью, потом и дисциплиной, это остается. Пока мужчина сосредоточен на отношениях, он будет тратить энергию, пытаясь поддерживать что-то нестабильное. Но когда он посвящает себя делу, он создает то, что у него никогда не отнять. Наследием человека может быть его карьера, его компания, его знания, его влияние, его след в мире. Великих людей истории помнят не за их страсти или женщин, которых они завоевали, а за влияние, которое они оказали на общество. Они поняли, что время – самый ценный ресурс, и что тратить его на попытки сохранить отношения, которые не приносят ценности – необратимая ошибка. Мужчины, которые ставят свою миссию выше отношений, автоматически становятся сильнее, уважаемее и желаннее. Женщинам может нравиться романтика, но они преклоняются перед мужчиной, который строит нечто большее, чем любые отношения. Ирония в том, что, игнорируя отношения как приоритет и сосредотачиваясь на построении собственной империи, мужчина становится именно тем мужчиной, которого больше всего желают женщины. Общество хочет, чтобы вы всю жизнь старались угодить женщине, но настоящий достойный мужчина понимает, что его цель выше любых мимолетных отношений. Он ищет счастье не в нестабильных связях, а в своей эволюции, в своем величии и в уверенности, что когда его жизнь подойдет к концу, он оставит что-то такое, чего уже никогда не стереть. Если вы хотите настоящего счастья, перестаньте искать полноты в отношениях, которые могут закончиться в любой момент. Создайте что-то, что никто не сможет у вас отобрать. Потому что, в конце концов, человек, который сосредотачивается на своем наследии, становится вечным, а те, кто тратит свою жизнь впустую, пытаясь сохранить отношения, в конечном итоге оказываются забытыми. Мужчина, которому не нужна девушка, автоматически становится более загадочным, недоступным и желанным. Это происходит потому, что женское желание активируется не легкостью, а вызовом. Мужчина, который не ищет отчаянных отношений, излучает ауру недостаточности и власти, в то время как большинство других мужчин унижаются из-за женского внимания. Женщины сразу чувствуют, когда мужчина в чем-то нуждается, если он всегда доступен, ищет одобрения, делает все, чтобы доставить вам удовольствие, он автоматически теряет всякий след магнетизма, но когда мужчина не прогибается, не гонится и не нуждается в женщине для счастья, он становится загадкой. И все, что невозможно полностью расшифровать, становится неотразимым. Загадка этого типа мужчин в том, что он не преподносит все на блюде, он не открывается легко, он не всегда под рукой, и ему не нужно никому ничего доказывать. Он не стремится объяснять свою жизнь, и эта непредсказуемость заставляет женщин чувствовать потребность завоевать его расположение. Недоступный мужчина — это тот, у кого есть варианты, но он не поддается ни одному из них. Он избирателен, и эта избирательность повышает его ценность. Если женщина чувствует, что мужчину можно легко завоевать, он теряет свою привлекательность. Но если она понимает, что он редок, на него трудно произвести впечатление, и что он сохраняет контроль над ситуацией, она инстинктивно чувствует, что ей нужно много работать, чтобы заполучить его. Более того, мужчина, которому не нужна девушка, автоматически становится более сосредоточенным на собственном развитии. В то время как другие отвлекаются на эмоциональные драмы и ищут подтверждения, он оттачивает свой разум, свое тело и свое влияние. Эта мужская энергия самодостаточности создает настолько сильное присутствие, что женщины не могут его игнорировать. Самая большая ошибка, которую допускают обычные мужчины, это думать, что женщина им нужна, чтобы быть полноценными. Но правда в том, что мужчина, который самодостаточен, излучает магнетизм, который заставляет женщин чувствовать, что он им нужен.
Если вы хотите, чтобы вас очень желали, перестаньте вести себя так, будто вам нужна подруга. Постройте свое величие, станьте редким и недостижимым. Потому что, в конце концов, мужчина, который не ищет женского признания, это тот, кого хотят завоевать все женщины, но лишь немногим это удается. Без женщины вам никогда не придется выбирать между мечтами и любовью. Большинство мужчин попадают в ловушку, полагая, что могут сбалансировать отношения и стремление к величию, но рано или поздно они сталкиваются с суровой реальностью. Поддаться любви почти всегда означает пожертвовать своими целями. Женщина требует времени, внимания, эмоциональной отдачи. Поначалу может показаться, что она поддерживает вас и хочет, чтобы вы росли, но со временем она начнет проверять свой приоритет. Если ее работа требует сверхурочной работы, она жалуется на нехватку времени. По ее словам, если вы преданы своему телу и разуму, вы чувствуете, что больше не являетесь центром своей жизни, ваши мечты и ваша миссия становятся препятствием на пути к ее счастью, и вам приходится выбирать. Человек, который ставит любовь выше своей эволюции, становится эмоциональным пленником. Он отказывается от возможностей, тормозит, ограничивает свои амбиции по сохранению мира в отношениях. Он начинает избегать рисков, ведь ошибка может означать ссоры, дистанцирование или даже обмен на того, кто обратит больше внимания. Он становится прирученным человеком, мало-помалу теряя энергию и агрессивность, которые когда-то делали его уникальным, но человеку, который остается одиноким и целеустремленным, никогда не придется обсуждать свои мечты. Ему не нужно спрашивать разрешения идти по новому пути, ему не нужно оправдывать свои решения, и ему не нужно жертвовать своей свободой из-за страха кого-то потерять. Он действует по своей воле, без эмоциональных отвлекающих факторов, задерживающих его путешествие. Ему не придется выбирать между любовью и успехом, потому что он выбрал сам. Самые влиятельные люди в истории всегда понимали эту истину. Ни одно великое достижение не обходится без жертв, а отношения – один из главных похитителей энергии и внимания. Человек без эмоциональных привязок может полностью посвятить себя своему росту, без ограничений, без внешнего давления, без страха, что его решения вызовут недовольство у того, кто в конце концов может просто уйти. Если вы хотите полностью раскрыть свой потенциал, перестаньте верить, что вам нужно сбалансировать любовь и амбиции. Выберите свою миссию, выберите свою эволюцию. Потому что в конце концов человеку, который строит империю, никогда не придется просить о любви. Но человек, который выбирает любовь выше своих мечтаний, может в конечном итоге не получить ни того, ни другого. Пока другие мужчины гонятся за отношениями, пытаются угодить женщинам и ищут эмоционального подтверждения, вы создаете свою собственную империю. Разница между обычным человеком и необыкновенным человеком заключается в том, как он использует свое время и энергию. Большинство тратят свою молодость впустую и сосредотачиваются на отношениях, которые ничего не добавляют к их росту. Те, кто действительно понимает игру жизни, направляют все на свое вознесение. Современные отношения требуют огромных затрат времени и усилий. Мужчинам необходимо всегда быть доступными, балансируя между работой, эмоциями и женскими ожиданиями. Ему нужно тратить деньги на свидания, справляться с эмоциональными колебаниями и постоянно доказывать, что он достаточно хорош, чтобы поддерживать интерес женщины. И все это в итоге без гарантии возврата. Теперь представьте, если бы вся эта энергия была направлена на что-то, что действительно принесло бы долгосрочные результаты. Вместо того, чтобы беспокоиться о сообщениях, аргументах и обвинениях, вы могли бы инвестировать в свое тело, свой разум и свое богатство. Вместо того, чтобы тратить их на обеды и подарки, вы можете копить деньги для построения бизнеса, развития новых навыков или расширения своего влияния. Мужчины, оставляющие наследие, это те, кто знает, что жизнь — это не погоня за отношениями, а построение чего-то большего, чем они сами. Они не тратят годы, пытаясь сбалансировать отношения, которые могут закончиться в одночасье. Они сосредотачиваются на единственном, что могут по-настоящему контролировать, на своем собственном прогрессе.
И самое интересное, чем больше вы вкладываете в себя и меньше беспокоитесь об отношениях, тем более желанными вы становитесь. Потому что женщины гонятся не за нуждающимися мужчинами, а за влиятельными, недостижимыми мужчинами, у которых есть великая цель. Если вы хотите иметь полный контроль над своей жизнью, перестаньте отвлекаться на отношения, которые отвлекают вас от вашей миссии. Пока другие тратят время на поиск признания, вы можете создать что-то, что сделает вас незабываемым. Потому что, в конце концов, мужчинам, которые строят империи, не нужно преследовать женщин. Именно они неизбежно преследуют их. Стоицизм учит, что свободных людей больше боятся и уважают, потому что человек, которого нельзя контролировать, автоматически становится угрозой для системы. В то время как большинство мужчин ищут признание и цепляются за отношения, которые ограничивают их эволюцию, по-настоящему стоический мужчина — это тот, кто никому не подчиняется и не нуждается ни в чем, кроме себя, чтобы чувствовать себя завершенным. Мужская свобода — один из самых ценных активов. Мужчина, который эмоционально не зависит от женщины, который не нуждается в социальном одобрении, чтобы идти своим путем, и который живет по своим принципам, это тот, кого невозможно сломить, и это пугает и общество, и женщин. Самыми уважаемыми людьми в истории были не те, кто старался всем угодить, а те, кто жил по своим правилам, не боясь не угодить. Они не просили разрешения на строительство своих империй, они не искали чьего-либо признания, чтобы стать великими. Они просто выполнили свою миссию, невзирая на последствия. Свободным человеком невозможно манипулировать. Он не преклоняется перед женщиной из страха потерять ее. Он не соглашается на работу, которая обесценивает его, из-за страха остаться без денег. Он не подчиняется давлению общества, заставляющего его идти по пути, который ему не нужен. И именно эта независимость заставляет его бояться и восхищаться одновременно. Общество хочет, чтобы мужчины оказались в ловушке отношений, полны обязанностей, которые их ослабляют, эмоционально зависимы и всегда обеспокоены мнением других людей. Потому что мужчина, нуждающийся в одобрении окружающих, управляемый мужчина, но любой, кто освобождается от этих уз, становится опасным для системы, потому что его нельзя подкупить, шантажировать или угрожать. Если вы хотите быть по-настоящему уважаемым человеком, перестаньте искать внешнего подтверждения и начните жить только по своим принципам. Станьте эмоционально непоколебимым, финансово независимым и морально непробиваемым. Потому что, в конце концов, человек, которому для счастья никто не нужен, это человек, которого все боятся, но все уважают. Мир принадлежит мужчинам, которые контролируют свои эмоции и не позволяют отношениям попасть в ловушку отношений. В то время как большинство мужчин тратят время и энергию, пытаясь сбалансировать чувства, женские ожидания и социальное давление, те, кто понимает истинную игру жизни, становятся непобедимыми, потому что они никогда не ставят ничего выше собственного роста. Человек, который не контролирует свои эмоции, является их рабом. Он становится реактивным, неуверенным в себе, нуждающимся, и им легко манипулировать. Он отдает свои решения в руки женщины, боится не понравиться, меняет свой маршрут ради сохранения отношений и мало-помалу теряет свою сущность. Он становится просто еще одним прирученным человеком, без амбиций, без идентичности, без власти. Но человек, контролирующий свои эмоции, никогда не ставит себя в такое положение. Он понимает, что чувства приходят и уходят, но его миссия и цель вечны. Он не вовлекается в ненужную драму, не позволяет нужде диктовать свой выбор и никогда не подчиняется эмоционально тому, кто может уйти в любой момент. Он сохраняет свою психическую устойчивость и поэтому становится лидером, а не последователем. Современные отношения — это ловушка для мужчин, которым не хватает эмоционального контроля. Многие жертвуют своими мечтами, теряют драгоценное время и отказываются от свободы только ради того, чтобы удержать женщину рядом. Но, в конце концов, они на собственном горьком опыте обнаруживают, что женская любовь условна и что все эмоциональные вложения могут быть отброшены в одночасье. Люди, которые по-настоящему покоряют мир, это те, кто не позволяет себе попасть в ловушку эмоциональных связей, ослабляющих их путь. Они инвестируют в себя, строят империи, накапливают богатство и влияние, и за это их, естественно, желанны, уважают и за ними следят.
Если вы хотите иметь полный контроль над своей жизнью, перестаньте ставить отношения выше своей миссии, контролируйте свои эмоции, укрепляйте свою психику и идите своим путем, не боясь одиночества. Потому что, в конце концов, мир принадлежит не людям, которые позволяют чувствам увлечь себя, а тем, кто умеет использовать их в своих интересах, никогда не становясь их заложниками. Мужчина, который станет независимым от женщин, никогда не станет объектом их манипулирования. Мужская слабость начинается в тот момент, когда мужчина чувствует, что ему нужна женщина, чтобы быть счастливым, признанным и полноценным. Когда он верит в эту иллюзию, он становится эмоционально уязвимым, идет на уступки, принимает неуважение и отказывается от своего пути только для того, чтобы сохранить отношения. Правда в том, что женщины манипулируют только теми мужчинами, которые боятся их потерять. Если мужчина ставит женщину в центр своей жизни, он автоматически ставит себя в невыгодное положение. Он начинает терпеть испытания, драмы и необоснованные требования, потому что считает, что не может жить без нее. Это тот мужчина, который одноразовый, который прогибается, который выпрашивает, которого легко заменить. Но мужчина, которому женщина не нужна, сохраняет абсолютный контроль над ситуацией. Если она угрожает уйти, он просто наблюдает. Если она попытается проверить его терпение, он останется непоколебимым. Если она играет, он не отвечает. Этот мужчина не является эмоциональной игрушкой, поскольку он уже знает, что его покой и счастье ни от кого не зависят. Мужская независимость проявляется во многих формах. Эмоционально это значит никогда не становиться зависимым от привязанности, внимания или женского присутствия, чтобы чувствовать себя хорошо. В финансовом отношении это означает, что вам никогда не понадобится женщина, чтобы поддерживать или ограничивать вас. Психологически это означает, что вы никогда не позволите контролировать себя эмоциональному шантажу или потребности в принятии. Самое интересное, что чем более независимым становится мужчина, тем больше его хотят женщины. Они чувствуют, что это редкая, трудная для преодоления задача, которую немногие смогут преодолеть. И все, что дефицитно и трудно достать, автоматически становится более ценным. Если вы хотите быть мужчиной, которым никогда не будет манипулировать женщина, научитесь быть эмоционально недостижимым. Живите для себя, укрепляйте свое мышление, сосредоточьтесь на своих целях, потому что в конце концов самые желанные и уважаемые мужчины — это те, которым никогда не нужна женщина, но которые решают быть с ней только в том случае, если она действительно того стоит. Если вы справитесь с одиночеством, вы станете хозяином своей жизни и никогда не будете никем заложником. Человек, который учится жить, не полагаясь на общение, одобрение или эмоциональное отвлечение, становится по-настоящему свободным, в то время как большинство отчаянно стремятся избежать одиночества, вступая в пустые отношения и циклы нужды. Те, кто принимает это состояние, становятся сильнее, более сосредоточенными и ими труднее манипулировать. Одиночество — это не наказание, это полигон для мужчин, желающих стать непоколебимыми. Именно в отсутствии отвлекающих факторов вы обнаруживаете, кто вы есть на самом деле, укрепляете свой разум и находите свою истинную миссию. Мужчина, который не боится одиночества, становится опасным, потому что ему не нужен никто, чтобы чувствовать себя полноценным. Общество хочет, чтобы мужчины боялись одиночества, потому что независимым мужчиной невозможно управлять. Он не прогибается из-за страха потерять женщину. Он не уйдет ни на какую работу из-за финансового отчаяния. Он не вовлекается в социальные циклы, которые не добавляют ценности его эволюции. Он владеет своим временем, своим разумом и своей судьбой. Большинство мужчин терпят неудачу, потому что не умеют быть одни. Они перескакивают от одного отношения к другому, ища в женщинах подтверждения, которые они должны найти внутри себя. Они боятся молчания, боятся столкнуться со своими неудачами, боятся жить без эмоциональных отвлечений. Но человек, преодолевший одиночество, использует это время, чтобы вырасти, стать сильнее и построить будущее, в котором он ни от кого не будет зависеть. И ирония всего этого: чем более человек становится самодостаточным и равнодушным к потребности в общении, тем более желанным он становится. Женщины гоняются за редким, за тем, что кажется недостижимым, зачем нелегко завоевать.
Человеку, который предпочитает одиночество, не нужно гоняться за ним. Он становится наградой. Если вы хотите иметь абсолютный контроль над своей жизнью, перестаньте бояться одиночества и начните использовать его как инструмент власти. Работайте над своим телом, своим разумом, своей карьерой. Сделайте свое одиночество топливом, чтобы стать человеком, которого никто не сможет сломить, которого никто не сможет шантажировать, которого никто не сможет арестовать. Потому что, в конце концов, настоящие короли, так это те, кто усвоил, что одиночество — это не слабость, это свобода.